Если говорить о технологических трендах, то это достаточно длинный разговор. И коллега Гай, в общем, обозначил ключевые вещи, я абсолютно с ним согласен. То, над чем мы сегодня все работаем, технологии сегодняшнего дня является ключевым трендом для всех, для нас. Искусственный интеллект, та технология, которая стала абсолютно доступной для всех компаний, и уже не только для крупных компаний, но и для средних компаний, для маленьких компаний. И сегодня, собственно, этот тренд определяет самые последние изменения, которые происходят во всех индустриях. И есть еще целый ряд технологий сегодняшнего дня, можно их перечислять. Я думаю, что вряд ли я открою какую-то новость в этом. Вот. Но я, если можно, я не вижу меня. Я хотел бы сказать несколько ключевых тезисов. Да. Вот. Это человек, который создал ту самую General Electric, которая сейчас пытается усиленно разделиться и стать управляемой компанией, потому что он вырастил такую гигантскую компанию, что сегодня сложно с ней справляться. И он сказал, по-моему, очень простую фразу, которая определяет наши отношения к тем изменениям, которые происходят. Совершенно бессмысленно отслеживать все изменения, мы за ними не успеваем. Могу сказать, что у нас работают десятки тысяч технических специалистов, и я могу сказать, что я поднял руки с пониманием того, что мы не сможем успеть за всеми трендами. И первый вопрос, конечно, это вопрос приоритизации того, что происходит для твоего бизнеса. И отсюда два вывода: побеждают те, кто умеет приоритизировать и концентрировать усилия. И второе, те, кто понимают, что ни одной компании в мире не под силу справиться со всеми трендами. И нужно быть открытым к миру. Нужно быть ключевое качество менеджера и ключевое качество компании – это коллаборация, это сотрудничество, это умение слышать. Умение слышать клиента, умение слышать своего конкурента, умение слышать партнера, умение слышать тех людей, которые ломают. И если это всегда субъективная вещь, сложно померить прогресс. Прогресс снаружи, прогресс внутри. Вы привели ряд таких метрик, которые релевантны для государства, Максим, в начале. Если мы видим, что мы не в этих метриках, что у нас не 92% доставляемых на каретах скорой помощи сообщают о прибытии, о параметрах личности и получают данные о состоянии здоровья, значит, мы опаздываем. Изменения снаружи, встречи внутри. И это означает, что конец близок. Вот это вот слово «конец близок» для меня это, как для руководителя крупной компании, очень такие, стимулирующие слова, потому что конец близок, он может быть заканчиваться двумя типами действий. Первое, конец близок, нужно к нему подготовиться, то есть там, да. И второе, конец близок, нужно включать все внутренние ресурсы для того, чтобы от этого конца отгрести как можно дальше. А еще лучше оказаться в числе лидеров. Вот это первая история. И второй выдающийся лидер написал книжку великолепную «Выживают только параноики». Вот сегодня люди, которые несут большую ответственность, неважно, это лидеры государства, я вообще не завидую, лидеры крупных компаний, в школе которого я нахожусь, это во многом паранойя. Паранойя вот этого все время боязни этого конца, потому что, не дай Господь Бог, ты приблизишь этот конец,
И ты войдешь в историю компании, в моем случае это 176-летняя история компании, как человек, который приблизил конец этой компании, которая прожила столько лет. Поэтому это всегда параноидальное состояние, переосмысление того, что ты делаешь, что нужно делать лучше, быстрее, чтобы компания находилась в арьергарде, а не в хвосте. Второй тезис, о котором я хотел сказать, сегодня ключевое противоречие, которое мы видим, это вот эта та самая инфраструктура, что такое сегодня мы как мы существуем, как мы, это очень мой коллега сказал, что все между собой соединено, какие соединения есть на сегодняшний день. Вот эта вот вещь, линейность и экспоненциальность, это ключевое противоречие, которое сегодня есть в нашей жизни. Мы находимся сегодня вот в этом вот переломном колене. И поэтому нам так дискомфортно, и поэтому нам так интересно. И вот это переломное колено, оно очень много дает возможностей людям. И те, кто находится в этом тренде, они говорят, как здорово, как интересно. Я хочу знать, что будет дальше. Давайте двигаться быстрее. Те, кто продолжают двигаться по красной траектории, для них это вызывает ужас. И между ужасом и восторгом вот это вот то состояние, которое мы сегодня испытываем все. И будущее вот это вот. То есть мы хотим все оказаться в зеленой линии. Будущее государства, компании и так далее, они управляются людьми из прошлого, которые думают линейно. И вообще мы люди, мы в принципе думаем линейно. Противоречие между нами, как линейными мыслителями, линейными деятелями и экспоненциально растущим миром, вот это ключевой тренд, который будет определять все остальное. И третий тезис, о котором бы я хотел еще сказать, наверное, это какой может быть ответ на все это. Если мы сегодня обсуждаем коллаборацию между государством и бизнесом, это перестройка модели управления. Перестройка модели управления бизнесом, перестройка модели управления государством, чтобы построить мягкие ноги, которые бы могли вовремя реагировать на те изменения, которые происходят, с тем, чтобы не застыть и не оказаться отброшенным на обочину. Спасибо большое, Максим Алексеевич. Мне кажется, немножко дискуссии не хватает, поэтому я записал то, что сказал министр экономики. В принципе, он сказал абсолютно правильные вещи. Весь вопрос в том, какую модель выбрать. Единая идентификационная платформа. Вот меня дрожь пробирает, когда я себе представляю, что будет какой-то дядя, который для меня, для моего бизнеса будет что-то идентифицировать, и при этом возникает огромное количество вопросов, как он это будет делать. То есть, одну из сфер, это делает искусственный интеллект, коллега из BCG сказал, в отношении Alibaba, это один из подразделов искусственного интеллекта, NLP, Natural Language Processing, они оттренировали модель до того, что она стала распознавать английскую речь лучше, чем человек. Представьте себе, что эта вся история принадлежит китайскому государству, и никого туда больше не пускают. И китайское государство будет тренировать ее так, как оно хочет, и вот по тем правилам, по которым оно хочет, в общем, пропадает стимул всех игроков этим заниматься. Сегодня тысячи игроков на рынке, в том числе на российском рынке, если говорить о платформах идентификации, у нас великолепные есть компании, которые входят в пятерку мировых по имидж recognition. Назначенный оператор будет за всех развивать эту технологию, и вот почему-то вот эти, у нас внутри развивается эта технология, причем в разных подразделениях
разные технологии. Мы провели, и один из наших стартапов, который мы инвестировали, обладает очень высоко развитой компетенцией. Компания Vision Lab один из лидеров. И вот мы у себя думали, у нас сейчас есть супер стартап, у которых великолепная компетенция. И хорошие отработанные модели, нейронные сетки работают очень хорошо. Там есть над чем работать еще с точки зрения динамических моделей, потому что распознавание статических образов, динамических образов – это разные вещи. Может быть, нам стоит закрыть внутренние подразделения, которые занимаются image recognition, и, в общем, все сконцентрировать в одном месте. А нет. В каждом из подразделений есть свои особенности. И у нас каждое из подразделений вышло и сказало, мы хотим иметь доступ к общему движку, но дайте нам возможность учить свою модель сами. Потому что у нас есть огромное количество специфики. Да? У нас подразделения, которые управляют какими-то долгами, они учат, у них там есть такая нейронная сетка, называется Iron Light. И они ее 2 года учат. Конечно, первое, им жалко ее отдать, второе, там огромное количество специфики. Там свои реакции на определенные ситуации. Сейчас мы говорим, когда мы говорим о диалоговых всяких вещах, да, ботах, то тогда мы имеем в виду и всевозможные вещи, которые даже посчитать-то нельзя. Интонации, которые мы отвечаем, вообще мужской или женский голос, в каких ситуациях и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, очень важно, коллеги, роль государства, которая гигантская во всем процессе создания цифровой экономики. И тот поворот, который у нас произошел, считаю, 2017 год для нас был поворотом в этой части, и все присутствующие здесь коллеги и многое делают для развития цифровой экономики, Министерство экономического развития очень активно этим занимается, и у нас огромное количество дискуссий, и они нас погружают в те вопросы, о которых мы раньше вообще не думали. То есть это все правильные вещи. Но, мне кажется, очень важно нам выбрать модель взаимоотношений. Перед тем, как мы что-то начнем регулировать, перед тем, как мы начнем под какие-то сферы там влазить, нам нужно выбрать модель взаимоотношений с субъектами, между государствами и субъектами. Монополизировать какую-то функцию, добавить туда деньги, мне кажется, это плохая модель. Регулирование или ужесточение регулирования – это плохая модель. Знаете, если я вспомнил хорошую фразу одного из выдающихся педагогов, который сказал, если вы строгие родители и очень много усилий прикладываете к жесткому воспитанию своих детей, будьте готовы к тому, что вы воспитываете самых изворотливых лгунов в мире. Потому что человек все равно будет делать то, что он будет делать. Он научится докладывать тебе то, что ты хочешь услышать от него. А уж государство с маленькими стартапами, с огромным количеством субъектов, если мы дорегулируем до того, что им перестанет быть комфортно работать, они уйдут в другие юрисдикции, к сожалению. И нужно здесь на очень-очень мягких лапках создавать всю инфраструктуру. У нас сегодня большие проблемы есть с созданием этой инфраструктуры. И вот программа в цифровой экономике, которая кадры и образование, да, важнейшая история. Сергей Николаевич говорил про науку, потому что квантовый компьютинг сегодня это наука. Приложения, сенсоры, там, шифрование могут быть профинансированы компаниями. Квантовый компьютер – это серьезная, еще фундаментальная история. И уйдет, я не такой оптимист в этой части. Мы оценивали для себя финансирование разработки квантового компьютера дорого и долго, пока мы не готовы. Совместно с государством, да, но сами профинансировать не сможем. Поэтому, мне кажется, ключевая история сейчас вот для нас выбрать модель регулирования. Модель регулирования должна быть очень мягкой, чтобы создать комфортную зону для сохранения здесь, для воспитания здесь мозгов и сохранения здесь мозгов.